Всем привет, вы на канале Польза.нет, и съемка сейчас ведется на OnePlus Nord 2 5G. Да, он поддерживает 5G, микрофоны сейчас работают не через рот, то есть я сейчас записываю вход данного обзора как раз на этот телефон. Потом вы услышите сразу и увидите вход на Mi 11i, с которым я сейчас и планирую этот телефон сравнить. Какие у него плюсы сходу? Сходу это камера на 50 мегапикселей, оптическая стабилизация помимо цифровой у основной камеры, не фонтанный ширик на 8 мегапикселей, Dimensity 1200 и стоимость более чем адекватная. У Mi 11i, с которым мы будем сравнивать, стоимость примерно та же, но Snap 3 восьмерок. Самое главное в стоимости, как вы прекрасно понимаете, это то, как телефон будет работать с камерой. Фронталка у этой мобилы не фонтан, обязательно в обзоре это дело покажу. Есть расширенный обзор на канале Live, можете его уже посмотреть, он на 30 минут, там будет по максимуму всего. Здесь, скорее всего, будут основные выводы. Думаю, вам будет интересно. А теперь пример съемки уже идет на Mi 11i, с которым я Nord 2 буду сегодня сравнивать. В чем особенность Mi 11i сходу? Этот в стоке может снимать только в 4К 30 FPS. Xiaomi Mi 11i 5G может снимать уже в 8К 30 FPS, и 4К 60 FPS он летает свободно, притом без ограничений, как у моего родного OnePlus 9 Pro. Он не будет у вас перегреваться, если вы будете 10, 15, 20 минут снимать в режиме 4К 60 FPS, при том, что максимальная длина ролика у меня была 9 минут, и после этого Mi 11i продолжает съемку. То есть в этом смысле он хорош. Насколько хорошо он передает свет, звук, не знаю, и все остальное вы сейчас прямо можете сравнить, потому что сначала был вход на Nord 2, теперь вход на него. И тот, и другой телефон являются субфлагманами. Это дело, можно сказать, обрезка OnePlus 9 Pro, Mi 11i это, соответственно, обрезка Mi 11. Оценивайте, сейчас расскажу, в чем отличие и различия. Tube 926, всем виват, вы на канале Польза.нет. Еще раз, меня зовут Саня, еще раз напоминаю, что канал без мата, розыгрыши море, по ним все читаем в описании. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии, за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а сейчас я расскажу вам о новом смартфоне OnePlus Nord 2 5G, притом параллельно сравнивая его со смартфоном Mi 11i. На тот и другой телефон расширенные обзоры у меня уже были на канале Live, и сокращенный был на Mi 11i на основном канале. Распаковка. Коробка черного матового цвета с переливающейся надписью модели минимальным количеством информации с тыльной стороны. Притом она здесь не топовая. Топовые коробочки OnePlus для телефонов, допустим, Nord 9 серии, все красненькие. Пришла она слегка помятая, есть глобальная версия и версия для Китая. Глобалка это DN2103. Остальные версии, если у вас на упаковке какие-то другие циферки, для Китая. У меня на руках глобалка. В комплект входит смартфон, зарядное устройство Warp Charge на 65 Вт, очень быстрое, кабель для зарядки Warp Type-C, стандартный чехол, защитная пленка, которую все так же быстро нужно заменить на новую, более качественную, скрепка и макулатура, в которой, к вашему с нами счастью, есть русский язык. Ядреный запах клея есть, но уложено все достаточно красиво, приятно раскрывать данный новый девайс. Единственный момент — это чехол. Он не вау, а обычный для бюджетников от OnePlus. И беспроводной зарядки, сразу говорю вам, здесь нет. Летим дальше. В продаже имеется 3 цвета, приятные глазу. Серый, зеленый и голубой, который у меня как раз на руках. Производитель обещает поддержку на 3 года, то есть будут прилетать обновления вам 3 года. Это очень круто. В 2021 году я не думаю, что у всех аппаратов это есть. Изготовлен телефон из глянцевого пластика по бокам и стекла Gorilla Glass с тыльной и лицевой стороны. И в отличие от Mi 11i по габаритам не такая уже лопата, хотя многие утверждают обратное. В сравнении с моими телефонами я на лайв-канале показывал, что данный мобильник, он в принципе можно даже считать сейчас компактом по сравнению с тем, что сейчас производят. Он значительно меньше, чем OnePlus 9 Pro. Размеры Nord 2 159 мм на 73 на 8,25 мм, а вес всего 189 граммов. И учитывая, какое там железо, он более чем легкий. В руке лежит комфортно и удобно. Легок в использовании одной рукой. Не марки и царапин у меня пока не собирал, не считая защитной пленки, которая пришла в негодность через 2 дня. Из рук сильно не выскальзывает. Подбородок у смартфона довольно большой, по размерам такой же, как у Mi 11i. Это не особо приятно. Вот такие субфлагманы сейчас делают. На корпусе расположены 2 громких отличных стереодинамика, кнопки питания и регулировки громкости. Люфт у них есть, и у кнопки блокировки тоже приличный.
Стандартный для OnePlus ползунок переключения режимов уведомлений со звуком, без звука и вибро работает великолепно. Не зря они его запиливают во все более-менее свои приличные устройства. И сразу можно отличить, что OnePlus считает топом, а что считает лоукостом. К дешевым аппаратам OnePlus этот телефон не причисляет. Далее разъем для зарядки USB Type-C, микро, прорезиненный слот под 2 нано-сим-карты. Для расширения памяти место под SD-карту сюда не завезли, к сожалению. Слот хоть и прорезинен, влагозащита не заявлена производителем, проверять я ее не буду. С тыльной части блок из 3 камер и с лицевой части есть фронталка. Мини-джека нет и переходник на нее не подкинули, в отличие от Xiaomi. В Mi 11i он был в комплекте. Дизайн мне очень зашел, яркий, легкий, аккуратный, без лишнего привлечения внимания своим радужным переливанием, как у Mi 11i. Не в той расцветке его купил, я согласен. Но на вкус и цвет вы сами знаете. В кармане мешаться сильно не будет, потому что все же его габариты не такие громадные. С лицевой части расположен дисплей Fluid AMOLED диаметром 6,43 дюйма и разрешением 2400 на 1080 точек. Как всегда, программы все время показывают разные данные по размеру дисплея и спекам, я вам даю реальные. Соотношение сторон 20 к 9, частота обновления 90 Гц, когда у Mi 11i 120 Гц, но отрабатывает эти 90 Гц ничем не хуже. Глаз разницы точно не заметит. Вы же прекрасно понимаете, как много в скобочках программ и игр поддерживают 120 Гц. Таковых почти нет. Сенсорный слой всего на 180 Гц, к категории игровых, к сожалению, данный смарт не отнести по этой причине. DC-диминг пока что не завезли, но с прошивками, надеюсь, прилетит. Во всяком случае, BBK в Realme телефонах постоянно закидывает обновление с DC-димингом чуть позже. Плотность пикселей 410 ppi в информации от производителя, в AIDA выдала 401 dpi. Погрешность минимальна, незначительна, и AIDA очень часто обманывает, как мы знаем. Шим на максимальной яркости выдал 9,75%, на минимальной яркости 15%. Остальные данные вы и сами видите, когда у Mi 11i на максимальной яркости 4,5%, на минимальной 23%. Да, в этом смысле экран у Норда выигрывает. И это без DC-диминга. В основном вы сейчас все видите на экране, автояркость работает хорошо, под разными углами тон картинки не бросается в холодный, не в теплый. Полное цветовое пространство DSI-P3, Always on Display на борту у обоих аппаратов, есть возможность его настраивать, и режимов и там более чем достаточно. Мультитач на борту, что никого уже не удивляет в 2021 году, но на 10 пальцев без проблем откликается, проверить все равно надо. Отпечаток пальца внедрен в экран, срабатывает молниеносно, как и распознавание лица, притом в обоих экранах. Также в верхнем левом углу находится камера, которая не сильно мешается, но по размерам гораздо больше, чем у Mi 11i. Летим дальше. Топовый процессор на 6 нанометров MediaTek Dimensity 1200 в Норде. В Mi 11 стоит Snap на 3 восьмерки. Греется Snap больше, чем MediaTek, но циферки выдает лучше. И Dimensity лучше хотя бы потому, что он на год свежее, чем 870, имеет более свежие ядра и более свежий техпроцесс. С другой стороны, пока не все под него адаптировано. Прошивка Oxygen OS 11.3 на Android 11 в отзывах много людей отмечали упоминание, что это просто Kalo OS с улучшенным дизайном. Кстати, в Азии большинство, во всяком случае, блогеров считает, что Kalo OS лучше Oxygen. Я, к сожалению, так не считаю. Очень близкие они, эти прошивки, по функционалу и внутрянке, но в целом Oxygen мне нравится больше. Плавнее она. Память с лютой скоростью UFS 3.1, и она быстрее моего Samsung S21, который у меня на руках, а там она ого-го какая быстрая. Оперативка здесь не топовая, LPDDR4X. Доступно два варианта на выбор по оперативке, либо 8, либо 12 гигабайт, и по внутрянке либо 128, либо 256 гигабайт. У меня первого варианта, конечно же, потому что второй всегда дороже, хотя Antutu выдает больше баллов, минимум на 12%. Далее имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 версии и, разумеется, поддержка сетей 5G, которые, кстати, уже в Питере и Москве много где встречаются. 4G поддерживает, бенды 7 и 20 на борту. Вибромотор топовый, Bluetooth версии 5.2, NFC есть, Google Pay встает. GPS показал точность 2 метра в городских условиях, но только через 1,5 минуты. Это вам не Realme, но лучше, чем Xiaomi. Датчики приближения работают отлично, емкость аккумулятора 4500 мАч. PCMark выдал телефон 8 часов 37 минут, и осталось 20%, что очень скромно. В то же время Mi 11i выдал 9 часов 9 минут при емкости аккумуляторов 4520 мАч. В этом смысле Mi 11 на полчаса выигрывает, что довольно ощутимо. Зарядка мега быстрая у Норда 2 на 65 Вт от 0 до сотки, нагоняет нестабильно лично у меня по моим тестам. Иногда за полчаса заряжается, иногда за все 45 минут. Беспроводной зарядки в обоих телефонах нет. Яркость от перегрева Nord 2 не сбрасывает. Перед всеми тестами включаю производительный режим на Nord 2. Поедает батарея примерно 26% в час в Геншине. FPS выдает
среднем 17%. Со временем игру 100% оптимизируют под этот процессор, будет выдавать минимум 30, я уверен. Лагов никаких, играть, что очень странно, приятно. Температура максимум была 43 градуса. В танках за час поедает 26%. Аппарат Nord 2 на максимальной графике со стабильными 60 FPS. Стресс-тест прошел Nord 2 хорошо, показал стабильный результат. Менее стабильный по мне был Mi 11i. В Antutu показал 605 тысяч попугаев. Напоминаю, что это для версии на 8 гектар, а по факту он выдает у 12 гигабайт оперативки 680 тысяч попугаев. На экране вы видите сравнение с результатом Mi 11i. При нагрузках нет ротлит, и это вообще супер. Результаты 3D Mark ожидаемые и очень хорошие. Играть можно без проблем, и лагать сильно все это не будет, если не играть на максимальных настройках графики. И подождать оптимизацию игру под новый процессор будет вообще огонь. Летим дальше. По камерам. Основной блок Nord 2 состоит из 3 камер. Основная — это сенсор Sony IMX766, от которой все безумно радуются, на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией у основной камеры. Сверхширокоугольная камера на 8 мегапикселей, что очень мало, и черно-белая камера на 2 мегапикселя. Двойная LED-вспышка, есть оптическая стабилизация. На основной камере электронная стабилизация на ширике. Отрабатывает свое нормально, но только на основной камере. Фронталка — печаль. Макро нет, 10-кратный цифровой зум. Ширик неплохой, но есть намного лучше. 8 мегапикселей, еще раз повторяю, мало. Максимальное разрешение видеосъемки 4К при 30 кадрах, и это опять же пока. И не в стоковой камере можно выставлять больше FPS, но мы говорим о стоке. Фронталка тоже оснащена сенсором IMX615 на 32 мегапикселя. Разрешение для такого аппарата на данный момент позорное, 1080p при 30 кадрах. И стабилизация не особо радует. Вообще OnePlus на фронталке, если честно, по мне и по мнению большинства покупателей, забил. Напоминаю, что у меня есть несколько основных телефонов. Самые основные — это Samsung 21, OnePlus 9 Pro, с которым я гоняю с момента старта его продаж. Как только он мне пришел, я сделал на него обзор. 11 Pro Max, на который в основном снимаются данные ролики, и OnePlus 7T Pro. И все эти телефоны меня радуют. У супруги у меня iPhone 12. Если кто-то видит в роликах iPhone, не удивляйтесь, эти телефоны в моей семье присутствуют. Но я их постоянно не гоняю, поэтому про iOS знаю постольку-поскольку. Единственное, iPad'ом пользуюсь, но об этом в отдельном ролике. И помним, что OnePlus с прошивками все всегда допиливает, но в последнее время все, кроме фронталки. Пока только так. У Mi 11i же есть возможность съемки с основной камеры 8К 30 кадров в секунду и 4К 60 кадров в секунду. Примеры сейчас вы увидите. Вот сравнительный тест двух телефонов. Это OnePlus Nord 2 и Mi 11i. Притом вы сейчас, скорее всего, видите слева и справа эти две картинки. Съемка ведется не с фиксированного штатива, а с двух рук. Заодно сможете оценить его стабилизацию. Съемка идет на основные камеры. И насколько хорошо они работают, да по мне они одинаково примерно работают. Я еще раз повторяю, что эти два флагмана являются по мне прямо топами. Я даже их бы выбрал, скорее всего. Вот вам пример работы фронтальной камеры с использованием равного микрофона. В чем особенность фронталки? По мне, она здесь, конечно, ни о чемная для такой стоимости аппарата. Как всегда, OnePlus допилит все с прошивкой, но я делаю обзор не на момент того, как они это дело допилили, поэтому оценивайте сами, готовы ли вы к такой фронталке на 1080p. Потому что то, что она делает со светом, ну вы сами сейчас видите, что позади меня происходит. Ничего вообще не разобрать. 4К 30 FPS, дождь, мурина, влажно, не особо светло, я бы сказал, пасмурность по максимуму. Как снимает камера, как работают микрофоны, вы слышите рядом с дорогой. Мне не кажется, что фонтан. Ветер задувает, солнышко отсутствует, машины катаются. Вот так примерно и будет снимать камера по стабилизации основной камеры. Если честно, у меня вопросов нет, нравится. OnePlus Nord 2, двухэкранный режим, то есть смысл в том, что, как вы видите, фронталка снимает меня, и основная камера снимает с лучшей, как вы замечаете, стабилизацией одновременно то, что я вижу. И здесь, во-первых, можно сделать стопроцентный вывод, что основная камера снимает ничего так, а второй вывод, что ночная съемка у фронталки печаль. Печаль по поводу... Вот он, лютый автофокус у Nord 2 при 4К 30 FPS. Даже в вечернее время. OnePlus Nord 2, основная камера, бульвар Менделеева, 10 часов вечера и уже достаточно темно. Насколько хорошо работает стаб, вы видите. Стаб прямо здесь радует. По остальному, как всегда, вопросов море. Но
они будут у любой техники ночью при съемке. Mi 11i 60 FPS 4К, съемка это не максимум, на ширик он максимум может снимать в 1080p, то есть здесь мы имеем картинку довольно плавную. Логично, что телефон также может снимать еще и в 8К, которое нам и не нужно. Попытаемся сейчас максимально увеличить картинку, и это X6. Ну, неплохо, в принципе, неплохо. Напоминаю, что съемка ведется на штатный микрофон. Как долго он сможет снимать, я вам обязательно сообщу. Снимаю с двух рук. Можно сказать, что я стараюсь. Если бы не старался и снимал с одной руки, была бы вот такая картина. Рваной картинки не наблюдаю. Не скажу, что снимает плохо или хорошо. Против солнца, как вы видите, засветы лютые, и смысла снимать, разумеется, нет. Движущиеся объекты вроде бы неплохо получаются. Будем ждать, как быстро он перегреется, потому что в тестах Antutu он перегревается довольно быстро, но не висит. Ночь, улица, фонарь, аптека. Если серьезно, меня много очень спрашивали в последнее время, чем мне так приглянулся Mi 11i и по какой причине я в комментариях, допустим, советую народу сходить в магазин его потрогать. Наверное, в первую очередь тем, что у него все не очень плохо. То есть у него Snap 3 восьмерки, как у Realme GT. У него камера не шлакоблок, вы сейчас это видите. То есть даже ночью она снимает даже фронталка в 1080p 60 fps без глюков. Если брать основную камеру, то хочу отметить, что это один из немногих телефонов, который может снимать мало того, что в 8К, за тридцатник с копейками, так он еще помимо этого может снимать в 4К 60 fps и не вырубается через 5 минут, как тот же мой любимый родной OnePlus 9 Pro. Вот так снимает фронталка ночью. Я думаю, что чаще я буду даже проверять, как именно она снимает. Камера ночью. Тем более у телефонов дороже 20 тысяч рублей. Да, зернисто. Да, это дело точно нельзя не использовать ни в каком кинематографе, но для YouTube, как вы видите, мне кажется, пойдет. Ночь, основная камера, 4К 60 fps, стандартное мыло, стабилизация минимальна, но что-то видно, что-то по минимуму. Плавность не отличается от дневной, зернистость, я уверен, что будет лютая, притом мерцание у огоньков крайне неприлично, но ожидаемо. Скажем так, ночью ничего хорошо и идеально не снимает. Из минусов Норда 2 это основная камера снимает только в 30 fps, хотелось бы в 60 хотя бы из коробки. Герцовка экрана всего 90 Гц, нет мини-джека и хотя бы переходника под это дело, в отличие от Mi 11i, в котором есть переходник. К нашему сожалению, память расширить нет возможности в обоих аппаратах, а 256 гигабайт тоже мало в 2021 году, особенно если завезут 4К 60 fps, когда все привыкли фотографировать и снимать каждый свой шаг. Далее нет влагозащиты у обоих аппаратов официальной. Цена на девайсы, как всегда, по ссылкам в описании к видео. И не забываем добавляться в телеграм-канал со скидками и промиками по ссылке в прикрепленном комментарии. Вчера с промиком можно было успеть купить второй Nord за 28 тысяч рублей. Кто успел, тот купил. Распродажи на Али еще будут, так что следите и добавляйтесь в телегу. А вообще данный смарт купить в районе $400, я говорю про Nord 2, это просто шик, блеск, красота, тоже касается и Mi 11i. $450 на Али, как я покупал, это мечта, не аппарат. Их даже сравнивать нечего. По факту для меня девайсы равноценно крутые, но стоимость и стабильность говорит в пользу Норда. Не люблю я MIUI от Xiaomi. И по ссылкам в правом верхнем углу можете посмотреть на расширенные обзоры на оба девайса на лайв-канале. Примеров всего там море и видео, и тестов в играх. Резюмирую, оба телефона максимально достойные. Сейчас я, кстати, финализирую ролик на OnePlus. Почему? Наверное, потому что он мне больше понравился из-за габаритов и из-за стоимости, потому что 10% туда-сюда все-таки имеет значение, когда мы говорим о субфлагманах. Да, внешка у них топовая. Да, и тот, и другой телефон просто отлично снимают, притом в каких-то моментах Mi 11i, во всяком случае по разрешению, это однозначно лучше. Насколько лучше один или другой записывает звук, вы сейчас слышите, по мне плюс-минус одинаково. Насколько лучше или хуже у них внутрянка, вы уже заметили. Да, 11i возможно и невозможно, а в попугаях лучше, но в стабильности он хуже. И
выбрать что-либо из этого невозможно, не забывая о прошивке. То есть, если мы имеем здесь MIUI, а в телефоне OnePlus мы имеем Oxygen OS, понятно, что они будут постепенно переходить на ColorOS, но все равно те, кто пробовали хоть раз Oxygen OS, никогда не перейдут на Xiaomi. Я не знаю, если кто-то перешел, обязательно напишите мне в комментариях. Мне очень интересно, почему и что вас вынудило, помимо стоимости девайсов, потому что OnePlus в последнее время цены, конечно, очень сильно тянет вверх, но про Nord 2 я этого не скажу, потому что, учитывая железо, учитывая, какую внутреннюю память они туда поставили, учитывая, какая камера у него на 50 мегапикселей основная, ну, он топовый девайс. Я очень надеюсь, что они скинут хотя бы еще процентов 10 во время распродажи в августе. Не забывайте, кстати, подписываться на канал с колоколом. Не забывайте подписываться на телеграм-канал взаимопомощи в описании и телеграм-канал скидок, куда я обязательно скину свои личные промокоды, которые мне скидывает AliExpress перед каждой распродажей. Девайсам и тому, и другому однозначное «да». Добра и удачи вам, дорогие друзья!